Всем доброго раннего утра. Итак, дорогие друзья, может быть, название этого ролика вас удивит, вырвать из лап смерти для всех. Но я вам сейчас объясню. Дело в том, что снять проклятие на смерть или спасти от смертельной болезни или убрать силы смерти, это под силу только практику. Вы не имеете никакого права это трогать. Однако я даю иногда ритуалы, такие как помощь из ниоткуда, да? Рука спасения, рука справедливости и так далее. В такие экстремальные моменты, когда нужна срочная, быстрая помощь, но некуда идти, некому обращаться. И в эти моменты вы имеете право обращаться к силам. Даже к темным силам, к которым обращаются, в принципе, только практики. Но только в такие моменты, когда вы понимаете, что смертельная опасность угрожает вам или любимому человеку, или пропал ребенок, вы переживаете, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы он не попал в лапы какого-нибудь серийного убийцы, маньяка, какого-нибудь выродка, чтобы он выжил, остался жив. Может быть, ваш супруг работает, скажем, в определенных структурах, например, СОБР, например, ОМОН, спецназ. Вы знаете, что он подвергает смертельной опасности каждый день. Вы что-то предчувствуете, или вы не можете выйти на связь. Может быть, он в горячих точках, может быть, он на границе стоит, может быть, он работает инкассатором, и вдруг связь пропала с ним. Дорогие друзья, издревле ведьмы давали людям определенные работы, определенные заговоры, и это передавали из семьи в семью, из поколения в поколение такие спасительные заговоры, скоропомощники, которые могли в критическую минуту помочь человеку. Даже если человек, скажем так, ранен, даже если в него выпустили целую обойму, даже если его повели убить, даже если, не дай боги, что-то с ним случилось в дороге, что бы там ни было, человек оставался в живых, потому что определенная вызванная сила приходила на помощь и спасала его. После того, как вы получили помощь силы, вы должны откупиться от этой силы. И недостаточно просто вынести монеты, свечку зажечь и так далее. Нет, дорогие друзья. Потому что в этом случае, если жизнь спасена, если вы действительно узнаете, что реально так и было, что да, была смертельная опасность, или человек попал в аварию, и врачи не давали надежды, вы тут же попросили о помощи, и вам помогли, вы должны отдать что-то ценное. Подарить что-то ценное кому хотите. Просто подарить что-то ценное и при этом говорить: отдаю, откупаюсь за спасение от смерти. Такого-то, такого-то, или с себя. То есть пострадать в материальном плане, отдать что-либо. Не забудьте это делать, потому что в следующий раз, когда вам понадобится спасение, эти силы вам не помогут. Это взято из армянской магии, из древнеармянских поверий некого черного дива или дева Аждака, которого призывали в экстренных таких случаях, потому что считали, что он есть сводный брат смерти. Так его называли. Почему так считали? Ну, согласно легенде, считается, что матерь или сила, родившая смерть, родила от разных сил двух разных детей.
То есть одна из них стала смертью, другой из них стал стражником ворот. И эти ворота открываются, когда новая душа приходит в потусторонний мир, да, умерший человек. Видите, как они поднимаются? Вот смотрите, смотрите. На 6-й минуте вот буквально поднимаются и летят по одной траектории, сверкая. Ну, я не удивляюсь, потому что, как Яна сказала, моя квартира и кладбище, и морг, и потустороннее место, и что еще, и музей, и все в одну кучу. Здесь столько предметов, переданных мне от умерших людей. Здесь столько вдовьих платков, здесь столько волос умерших, здесь столько вещей ушедших ведьм, здесь столько черных икон прошлых ведьм и так далее, что неудивительно, что здесь очень много потусторонней силы летает. Ну, если обычный человек это пугает, и я к этому привыкла. И двери закрываются, открываются сами, и звуки некоторые, и шум воды, когда вода закрыта. И, ну, чего только нет. И Пуся мгновенно начинает вдруг испуганно бежит ко мне, ложится рядом. Или с кем-то там собачится. Ну, мы привыкли. Но смотрите, наблюдайте. Это есть потусторонняя сила. Итак, откройте окно. Или, если вы на улице, встаньте возле дерева, чтобы никто не видел, не мешал. И читайте этот заговор. Перепишите этот заговор и носите с собой на всякий случай, от всяких экстремальных случаев. Напали ли, бьют ли, не дай боги, авария ли случилась, что там сверкнуло. Вот там вот. Да, удивительно. Что бы ни случилось в этот момент, призовите этого дива. Призовите его, и у него есть власть, у него есть возможность просить силу смерти и вырвать душу. Вырвать которую, то есть душу, которую ведут убивать. Итак, читайте 6 раз, читайте 1 раз, насколько нужно. Если рядом с вами творится 1 раз, читайте, все прекратится, достаточно. Если человек далеко, не можете выйти на связь, читайте 6 раз. И не забывайте, когда все решится, когда вы действительно узнаете, что была смертельная опасность и все разрешилось, вы должны откупиться. Что-нибудь дорогое подарить кому-нибудь. Недостаточно платка, недостаточно там тапочки или носки. Нет, дорогие друзья. Колечко, украшение, деньги, какой-нибудь дорогой сувенир, что угодно. Но это должна быть, для вас, да, для вас, по меркам вашей стабильности, дорогая вещь. Поле не поле, дорога кривая. По кривой дороге и по злой воле смерть душу ведет. Смерть костлявая, страшноликая, смерть когтистая, смерть безликая. Я прошу тебя, смерть великая, отпусти его, не бери его, время не пришло. Из долин темных, со всех сторон света, призываю я силу древнюю. Имя ему Дев Аждаак. Он стражник врат, он смерти брат, он власть свою пусть применит, душу его пусть отмолит, вырвет у смерти душу из лап, вернет назад. Дев Аждаак, стражник черных врат, смерти сводный брат. Вырвал душу из лап когтистых, спас и вернул, да будет так. Заклинаю. И не забудьте поблагодарить эту силу и откупиться.
Потому что жизнь человека должна цениться. Понимаете, если вы не цените свою жизнь или жизнь близкого человека, в следующий раз вам эти силы не помогут. Силы – это не человек, который помог, а вы либо сказали спасибо, либо ничего не сказали. У сил есть определенная программа. Они просто так ничего не делают. Что-то взял у них, что-то отдай. Всем удачи!